Всем привет! Меня зовут Катрин Солнечная. Сегодня на связи у нас Испания. Алена, тебе слово. Как слышно? Отлично, очень слышно очень хорошо. Меня зовут Алена. Сейчас я нахожусь в Мадриде. Мой контракт был в Лихидо, Испания. Я была на контракте месяц и почти 3 недели. Ой, отлично. Скажи, пожалуйста, это твой первый контракт, как по счету? Это был мой самый первый контракт, на который я попала очень неожиданно. Очень неожиданно. А Потому как ты решилась? Первый контракт и сразу в Испанию. Столько стереотипов об этой стране, столько страхов. Как тебе да, это пришло в голову? на самом деле, секунду, контракт. Это вообще была моя первая поездка за границу. Я сделала загранпаспорт за неделю до вылета, Вау. и нам вообще предложила поехать на контракт совсем другая подруга, которая даже не прилетела. В итоге я предлагаю своей лучшей подруге, она даже ничего долго не спрашивает, говорит, берем билет и летим. Короче, Ну, это просто, просто авантюра. да, я сделала паспорт буквально за 5 дней. Мы купили билеты, и уже через несколько дней мы уже в самолете. Супер. А у тебя какое гражданство? У меня молдавский гражданство. Молдавское гражданство, я поняла. В общем, то есть, ну ты не читала до этого об Испании, о работе в клубах, вот просто это была такая минутная слабость, которая привела тебя за бугор. Именно насчет Испании такое спонтанное решение вышло, потому что мы рассматривали и Италию, и Сицилию, и Сардинию, и Турцию рассматривали, и в итоге все равно в Испанию В как-то Испанию. Ну и как? решили. Как тебе Испания? Как тебе работа в клубе, в баре? В первые дни, конечно, было непривычно. Я Мгм. очень сильно боялась подходить, Мгм. потому что не знаю языка, было очень страшно. Но даже несмотря на это, самые первые недели, как говорится, самые прибыльные, потому что ты новенькая, тебе больше всего внимания и более так лояльно относятся. Даже если ты не знаешь языка, с переводчиком очень даже хорошо получалось. Дают, да, пользоваться переводчиками, это не проблема. Ну, конечно. И есть клиенты, которые, конечно же, против, даже если ты новенькая, ты подходишь с телефоном, он говорит, нет, я не хочу. Ну, нормально, нет, так другой. Вот. Это, я считаю, мнение здорового человека, который понимает, что ну, не ты, так другой, все нормально. Да. Молодец. А вот еще по поводу активной консумации, у тебя, получается, из языков это английский или какой? Английский я знаю совсем немного. Мне повезло, что я знаю румынский, и в этом баре, в котором мы были, который Мгм. называется Сала Оазис, Мгм. кстати, очень много румынов. Благодаря тому, Мгм. что я с моей подругой знаем румынский, нам было очень легко общаться с ними вот на этом языке. Мгм. А вот Но даже, гости это в основном местные или много туристов? Ну вот, ну раз румыны, это, наверное, они работают там или это туристы, как они там? ну, румыны, нет, там большинство именно местных, но вот именно те румыны, которые там уже долгое время живут, там минимально вот нескольких лет. Но Мгм. бывали и залетные, которые были первый раз, и они Мгм. вообще не знали, что тут происходит, что это за бары, что тут девочки, допустим, также работают. Мгм. Ты рассказывала, что ты работаешь, или ты делала вид, что ты тоже туристка? Иногда я не говорила, что я тут работаю, просто как-то общалась, и мне, в принципе, просто так ставили стаканы. Просто А иногда комфортно, я, да. а иногда видела, когда человек, ну, не очень так хочет что-то ставить, я уже начинала говорить, я тут работаю, извини, я не могу с тобой просто так сидеть, мне нужен стакан. И в Время, таком деньги, случае, чувак. и в таком случае либо он ставил, либо он сказал, что извини, но нет. Ну, в принципе, Мгм. есть отказы, есть такую фразу ставил. Мгм. Ну, а как вот по посещаемости в баре? Много людей? Хватало работы? Ну, тут день на день не приходится. Бывало, что, допустим, в понедельник, во вторник было много людей, а наоборот, в пятницу, в субботу было очень мало. Мгм. Ну, бывают дни, когда вообще никого нет толком.
Мгм. Бывает, что целые недели забиты прямо. Ну, то есть зависит, что э, здесь рядом с Элихидо есть другие такие вот пригороды. И когда в Мгм. других пригородах какие-то праздники, вот по несколько дней, в бар никто не приходит, потому что все в других пригородах на тусовках Мгм. записаны. Такие дни Я просто. поняла. А какой вот, ну, примерно, да, там нескромный вопрос, возможно, но примерно заработок вот средний, вот самый минимум и самый максимум. Если вот нет людей, соответственно, это, наверное, был ноль. Были дни, когда ты ноль зарабатывал? Были, Были, были. да? Мгм. А вот самый И максимум? самый максимум, ну, 270 что ли. Мгм. Это, Ну, это именно в баре на стаканах. И, а, может быть, были приваты. мгм, Но я помню, что когда у меня был один приват и остальные стаканы, у меня вышло вот 235 что ли. мгм. Ну, вообще Вот. очень даже неплохо для первого контракта на активной консумации, где нет ставки. Фу-фу-фу. Да, я еще Это заболела, здорово. но нормально. Мгм. Ну, в принципе, вообще все зависит от активности девочки. Мгм. Если ты с вечера будешь сидеть и ничего не делать, конечно же, ты уйдешь солем. У меня были дни, когда я просто ничего не хотела, и в такие дни мне было вообще все равно. Ну, то есть, Мгм. бывает, дни, когда просто хотела отдохнуть. А если ты активно работаешь, то ты все равно хорошо сработаешь и солем не уйдешь. То есть это Мгм. все-таки А зависит. девчонок много работает? Ну, есть те, кто живут на квартирах, именно которые приехали недавно или уже которые там Мгм. постоянно. Квартиры, которые именно от бара. Вот постоянных прямо там, ну, человек 8-10 максимум Мгм. было. Потому что есть девочки, которые приезжают, уезжают. И вот по выходным, ну, может до 15-16 девочек дойти, потому что есть девочки, которые отдельно снимают квартиры и иногда приезжают, выходят, когда хотят. А, вот, то есть вот это тоже, да, характерная особенность работы в Испании, что здесь боссы часто разрешают жить вне их квартир, и, ну, это как придает такой отчасти свободы, да, там, людям, кому-то это Ну, очень подходит. но если ты живешь в квартире, именно которую предоставляет бар, то ты обязана выходить на работу. Здесь было с понедельника по субботу с 9 до 5. Мгм. Но если девочки, которые жили отдельно и приезжали, когда хотят, то они приходили и уходили во сколько хотят. Мгм. А как вот отношения с руководством складывается? Слишком строгая там дисциплина или наоборот? Вот как, насколько комфортно взаимодействовать с боссом? Насчет работы. Очень хорошо, что был контроль. Мгм. То есть и сами вот, так скажем, начальники наши, хозяева, скажем, видели, допустим, что девочка сидит без работы, а там есть клиенты, которые, ну вот, сидят сами. Они могли тебе, то есть, подтолкнуть, чтобы ты подошла, чтобы, ну, то есть, они помогали тебе зарабатывать. Помогают. То есть, Мгм. очень строго насчет опозданий, то Мгм. есть, потому что бывали моменты, когда девочки опаздывали, а в баре уже сидели клиенты. Это, Ну и да, потом прямо на наших глазах уходили в другие бары. То есть это это и ты неприятно. теряешь деньги, и клиентов теряешь, в Мгм. принципе. Но очень хорошо, что, во-первых, очень хорошие отношения между всеми девочками, с которыми я Вот, шла, тоже и важный между вопрос. ними, и между вот начальством тоже очень хорошие отношения, потому что я даже когда уезжала, я чуть не заплакала. Я очень к Да, этому привыкла. это здорово. А вот, ну, девчонки, это, наверное, интернациональная команда из разных стран? Или как сейчас? У нас в баре это только Украина, Беларусь, вот и Молдова была. Мгм. И все, в принципе, из других стран вообще не было, даже местных не было. Ну, то поэтому, в общем-то, было максимально комфортно между собой, да? Еще и Россия была, вот 4 страны. Мгм. Не было конфликтов на фоне вот международных проблем? Нет, лично у меня не было ни одного Мгм. конфликта. Ничего такого. Я старалась лояльно и нейтрально ко Мгм. всем относиться. Ну, с девочками сдружилась, с некоторыми еще даже общаемся. Думаю, если вернусь в Испанию снова сюда, я, кстати, думаю вернуться, то будет очень хорошо снова с этим увидеться. А я вот хотела узнать, у тебя вот первый контракт, да, ты так открыла дорогу в клубную жизнь. Как вот у тебя, как у новичка, вообще, в принципе, есть
желания и планы ехать дальше? Или пока ты этого наелась, тебе достаточно? Как вот по твоим ощущениям? Ну, на самом деле, мне кажется, наелась Испании. Мгм. Просто уже я на самом деле думала, что сейчас вернусь домой там на месяц-полтора, и потом даже рассматривала уже другие страны. Прям варианты, визы и так далее, и так далее. Я уже с менеджером своим говорила, она мне подкидывает варианты, и уже буду выбирать. Ну, второй контракт будет также где-то на месяц-полтора, потому что все-таки Новый год хочу праздновать у себя на родине. Я Но поняла. думаю, Здорово. Что-то я у тебя еще хотела спросить. Вот, еще вопрос про гостей. В соседней Италии категория гостей это, как правило, 60+. Это там, да, в основном дедушки, это ни для кого не секрет. Как в Испании, вот конкретно в вашем баре, возрастная категория? Какие примерно гости приходят? Мы поняли, что это в основном местные, но вот возраст примерно. бывали 18-летние, Даже так. 20-летние. Мгм. Есть очень молодые, а есть очень старые, которым 80-90 лет. То есть вообще разные-разные, на любой вкус и цвет. Ну, так скажем, наверное, больше 50% это все равно пенсионеры уже, там, Да? Все-таки. за 60-70 лет. Но и молодых очень таких хороших прямо много. Ну, как говорится, на всех найдется свой. Понятно. Ну вот молодые или, так скажем, степенные мужчины, они на чай оставляют вот в Испании или тоже стараются тратиться в рамках меню? А, У меня, лично мне чай оставляли, Мгм. но больше они тратились именно что-то тебе покупая в баре, либо Мгм. какие-то подарки даря. Подарки. И, Все-таки подарки приносят. ну, подарки плюс-минус, да, есть, но это все же зависит также от твоего общения. Ну да, А, конечно. Ну вообще примерно, чем ты можешь похвалиться? Что тебе подарили? Подразни нас. Мне подарили браслет, и больше так цветы дарили, потому Все равно что от приятно. предложений ходить на шопинги я отказывалась, потому Мгм. что было несколько раз, когда мне предлагали сходить на шопинг, но я понимала, что мы пойдем, но потом он захочет чего-то большего. И, ну, я так на первом контракте старалась более так Мгм. Ну, это нормально, ограничить. да. Надо сначала понять вообще, как с этим жить. Поэтому ты молодец, правильно. Безопасность превыше всего. Деньги деньгами, подарки подарками. Но пока ты не акула, так Да. скажем, лучше поберечь себя. Ты вообще умница. Прям мой прям душевный респект тебе, что вот все так с умом. А, Ну, Еще спасибо. вот хотела узнать, вот ты когда выбирала контракт, ты говоришь, ты быстро приняла решение. Не было момента там, когда ты искала информацию об агентстве, выбирала менеджера? Вот как вот сложились ваши отношения? У тебя менеджер Оксана, насколько я знаю. А вот как вы друг друга нашли? Была какая-то предыстория или это тоже так импульсное На решение? самом деле, я честно не помню, как мы друг друга нашли, но буквально за несколько дней до вылета а, моя сестра узнала, куда я хочу полететь, и она Мгм. начинает в интернете искать информацию. Мгм. И там какие-то отзывы были с 2017 года, что агентство «Престиж» — это мошенники, они отправляют девочек на рабство, продажу органов, проституцию и так далее. Меня и сестры, и друзья отговаривали. Мгм. Но я такая, блин, я сижу в чате, где 11 тысяч человек. Неужели это какие-то подставные аккаунты и так далее? То есть Так много. отзывы, это не может быть. И как бы я решила не слушать мнение других людей, просто, ну, рискнуть и поехать. То Мгм. есть я рискнула, я не пожалела, и Это вот я здорово. теперь в Мадриде. Да, ты теперь в Мадриде, и теперь те, кто боится и слушает Да. небылицы, сидят Сейчас дома. менеджер Оксаны,
Я, честно, не помню, как мы друг друга нашли. Скорее всего, я написала в чат, она откликнулась, и вот Мгм. уже вот, начались наши рабочие отношения. Отношения. Да, Я менеджер поняла. Оксана, ну, чуть ли не подружкой мне стала, потому Да? что она буквально на все мои вопросы отвечала, всегда была рядом. Даже был случай, когда я, ну, были моменты, когда мне было некомфортно в баре, там, от каких-то инцидентов с клиентами. Я Мгм. просто всегда писала Оксане, я хочу в другой бар. Были такие моменты, я не говорю, что этого не было. И она в такие моменты просто меня успокаивала. Конечно же, сказала, что если мне тут не нравится, я тебе предложу другой бар, лишь бы тебе было хорошо. Но то есть все-таки я благодарна ей за все, что она для меня сделала, и за то, что благодаря ей все-таки здесь осталась. Потому что, ну, для первого опыта я думаю, что это очень хороший вариант, и я думаю, что со своим менеджером я буду и с остальными контрактами уже. А я думаю, Оксане сейчас будет очень приятно. Это здорово, потому что, да, такая поддержка менеджерская, и вот это вот, когда тебя ценят, ты как менеджер стараешься, и тебя ценят, это очень дорого стоит. Я надеюсь, что вы еще долго-долго будете вместе работать, особенно после Испании. а, Тебе вообще все дороги открыты, потому что, ну, это сложный контракт, действительно, работа без ставки на активной консумации в стране, где минимум англоговорящих гостей. Ты смогла, ты с достоинством выдержала это, да, причем Да. успела поездить. Вот где ты была? Ты вот посмотрела, да, что-то успела где-то отдохнуть, вот, ну, вкусить красоту этой страны? Ну, я была в близлежащих городах возле Элихида, Мгм. это около 5-6. О, На здорово. море была, горы увидела. И вот перед вылетом уже на свою родину я решила приехать в Мадрид на неделю. Сейчас жду подругу, она должна сегодня приехать, которая также со мной работала, также с менеджером Оксаны. Класс. И она просто на 2 дня позже закончила работу. Класс. Короче, у вас лето удалось. Я очень рада за Да. тебя. И последнее, чтобы тебя не отрывать от отпуска, потому что ты уже на заслуженном отдыхе все-таки. Вот какое напутствие ты могла бы дать девочкам, которые только пока раздумывают на тему вообще поездки работы за границу или поездки работы именно в Испанию? Может быть, у тебя есть вот то, чего ты не знала, или то, над чем ты переживала, и потом ты поняла, что вот можно было и об этом не переживать. Вот что-нибудь, какое-нибудь твое благословение в пользу девчонок, которые только думают об этом. Ну, насчет Испании. Когда я сюда приехала, мне девочки говорили, что мы выбрали самую плохую страну для первого контракта. Потому что по описанию многих девочек эта страна является самой извращенной, то есть Мгм. и здесь очень плохо именно для первого контракта. Но как по себе скажу, что здесь никто тебя не заставляет ничего делать. Абсолютно. Ты абсолютно свободна во всех действиях и так далее. Напутствие для девочек, что тщательно выбирать страну, если говорить про Испанию, то абсолютно конкретно даже советоваться с девочками, которые уже работали в конкретных местах. И Мгм. также подходящего менеджера себе найти, чтобы он тебе конкретно, подробно все описал. Потому что у нас были случаи, когда вот девочка не знала про информацию заработка, и у нее были вопросы и проблемы. То есть, Мгм. после этого ей не понравилось, и она уже на следующий день ушла, потому что ей передали неверную информацию. Это очень обидно, конечно, И, да. как говорится, лучше изначально все узнать, Да. и лучше, когда уже знаешь больше информации, уже знаешь, куда ты летишь и так далее. Мгм. Потому что мне мой менеджер лично, она мне прислала, ну, не знаю, сколько вариантов, и Италия, и Испания. В Испании нас во все клубы абсолютно утвердили, но я выбрала именно здесь. Насчет ставки, кстати, тут первые 3 недели платят ставку. Это тебе Да, дается да, как да, это уникальное место, кстати, да. тебе дают разгон на то, чтобы ты, даже если у тебя будет нулевой день, хотя бы чтобы ты что-то вынесла отсюда.
но и держать на ставке тебя долго не будут, если увидят, что ты ничего не зарабатываешь. То есть здесь тебе начальство всегда помогает, девочки сами тебе помогают, здесь отношения хорошие, апарты хорошие. Так что, девочки, если хотите сюда приезжать, приезжайте даже на первый контракт. Ой, супер. Все, я слышу, тебе уже реально сложно разговаривать. Спасибо тебе большое. Да, поправляйся, выздоравливай, отдыхай, возвращайся на контракты. Спасибо тебе большое за уделенное время, за то, что ты смогла выйти на связь, несмотря на наши долгие мытарства. Тебе от себя желаю удачи огромной. Классно отдохнуть сейчас. Еще отдельное спасибо агентству Prestige, потому что сколько бы я ни писала вопросов в чат, мне всегда и менеджеры, и админ чата, и вот именно этого агентства мне буквально во всех вопросах все отвечали и помогали. Даже если моего менеджера не было в сети, допустим, я писала в наш чат. И мне абсолютно все помогали, предлагали помощь. То есть благодаря этому агентству я вот очень часто даже захожу на сайт сама и уже смотрю варианты. То есть благодаря агентству все-таки я прилетела сюда, благодаря менеджеру, благодаря всем, кто мне помог. И думаю, что еще буду лететь от этого агентства и от своего менеджера. Очень приятно, правда, искренне. Спасибо большое за добрые слова. Все, Спасибо тогда вам. хорошего отдыха, счастливенько, пока-пока. Пока-пока.